Приветствую вас на канале Сад и Огород своими руками. Сегодня мы убираем лук репчатый на грядке. И я в этом видео покажу, как он должен выглядеть и вообще, что выросло из лука-севка, который мы садили осенью на нашей даче. Основной визуальный признак, что лук репчатый пора убирать, это полегание листьев. Обычно уборку проводят, когда полегло приблизительно 70% листа. Вот как в нашем случае. Однако полегаемость отличается и срок уборки, соответственно, по сортам. Видите, лук золотистый уже полегла листва, ботва, а лук красный, Red Baron, он еще вот держит перо, хотя уже есть признак, вот тоже следующий признак, что лук пора убирать, это раскрытие воздушной луковицы, когда соцветие уже пленочка лопнула. Вот это признак, указывающий на то, что нужно проводить уборку. Итак, два основных признака: полегание пера 70 и более процентов и раскрытие соцветия. На полях, когда выращивают профессионально лук, то за 10-12 дней до проведения уборки, когда полегло приблизительно 10% листа, проводят специальной скобой подрезание корневой системы луковицы на расстоянии 5-6 сантиметров ниже от донца луковицы. То есть под землей просто корень обрезают, оставляя 5-6 сантиметров. Таким образом ускоряя созревание и улучшая вызревание головки. Но мы этого, естественно, не делаем. Поэтому ждали, пока естественным путем, природным путем листья полягут. Не рекомендуется, крайне не рекомендуется искусственным образом прилегание листвы делать, то есть сламывать ее, чтобы она быстрее, для ускорения, знаете, созревания, вот так вот брать и принудительно ее ложить в листву, чтобы скорее началось вызревание. Этого делать не следует. Не рекомендуется также делать прикатывание листвы стоящей, потому что вызревший таким способом принудительным лук, он будет хуже храниться. А когда он вызревает естественным способом, то он будет храниться лучше. Ну и давайте проведем уборку. Кстати, передерживать тоже нельзя. Если вот здесь пересохнет и пойдут дожди, влага пойдет в луковицу, ну давайте вот вытащим луковицу. Если пойдет влага между чешуй внутри, то потом долго высушивать, и можно не высушить его должным образом. Лук будет плохо храниться. Вот такой урожай. Ну, это, наверное, не самое маленькое. Есть и поменьше, и побольше есть. Но в целом лук неплохой. В принципе, я считаю, что луковицы разного размера нужны. Видите, уже пересохшие. Это уже считается как бы брак. Но я вижу, что здесь подпортилось, что-то подгнило по каким-то причинам. Поэтому вот такие луковицы закладывать на хранение нельзя. На хранение будем закладывать крепкие, упругие, не имеющие повреждений визуальных от болезней и механических. Убираем лук, в отличие от чеснока озимого, можно не подкапывать. Мы не подкапываем, потому что он залегает не глубоко. После уборки складываем его в буртики на грядке, если не ожидается дождя. Если ожидается дождь, то лучше все-таки его сложить под навесом в сухом месте, чтобы было светло в этом месте. Свет помогает прохождению процесса вызревания. Листья обрезать не будем ни в коем случае. Органическое вещество из листьев, а они еще имеют органическое вещество, оно должно перейти сюда, и луковица будет лучше храниться, и она будет немножечко крупнее. Вот такой в среднем урожай. Неплохой. Мы его перестали поливать недели 2 назад до уборки. Конечно, дождики шли, но почва все-таки подсохла. Почва сухая, и опять же подсохшая почва, она тоже помогает подсыхать самой луковице, что улучшает ее хранение. И вот такой урожай мы вырастили на 2 квадратных метрах. Это площадь грядки 2 квадратных метра. Но не полностью было засажено луком-севком, потому что вот с краю лук мы еще не убирали. Это
лук, там мы высаживали 2 рядочка, через рассаду выращивали. Мы же выращиваем еще лук через рассаду. Я его хочу показать, кстати. Он еще крепко стоит, он еще немножечко подрастает и будет расти, ну, я думаю, так до конца июля, где-то в середине августа мы его будем, скорее всего, убирать. Так что видите, как зависит сроки уборки от того еще, каким образом выращиваем лук, когда высаживаем, как ухаживаем. Поэтому нет четкой даты, когда его нужно убирать. Вот именно признаки, визуальные признаки указывают на время уборки любого лука. Это полегание пера в том количестве, о котором я сказал, и лопание воздушной луковицы. Видите, еще стоит рассадный, но в то же время вот такое количество. Это Red Baron, такой он немножко мельче. Хотя я считаю, какая разница, мелкий, крупный, все пойдет по назначению зимой. Главное сейчас, вот мы его вовремя убрали, теперь подсушим немножечко тут на грядке. Если будет угроза дождя, а есть такое предположение, тучи такие хмурые, так вот, если будет угроза дождя, то мы его приберем под навес, туда, где у нас сушится чеснок. Все, что я хотел рассказать, собственно, я вам рассказал. На этом видео закончу. Всем спасибо за внимание. Всего вам доброго.